then what happens is that when the self is satisfied, then one no longer hankers for material things to satisfy the body. Потому что человек, который переводит свой ум или свое сознание с материального уровня на духовный, его сознание одухотворяется, и ему уже не приходится слишком много прилагать усилий и беспокоиться об осуществлении своих материальных потребностей. Maintaining the body is not a very difficult endeavor for one who can live very simply. Для того человека, который научился жить очень просто, поддержание тела не представляет каких-либо трудностей. Поскольку он учится довольствоваться всем тем, что приходит к нему само собой. Haridas Thakur spent very little time on bodily necessities. У Шрилы Харидаса Такура на осуществление или удовлетворение потребностей тела уходило очень мало времени. But his consciousness was always clear. Но его сознание было всегда чистым. And his purpose of life was always fixed. И он всегда был сосредоточен на высшей цели в жизни. And he was so satisfied that he was not disturbed by any upheaval or any condition. Он был так удовлетворен такой жизнью, что на него не оказывали никакого воздействия, какие-либо треволнения и беспокойства в окружающем мире. Even when there was continuous efforts to try to kill him, he remained completely detached. Например, его пытались убить и прилагали к этому немало усилий, но он при этом оставался совершенно безмятежным и отреченным. And completely fearless. И полностью свободным от страха. So of course that's Haridas Thakur. Разумеется, это Харидас Такур. Some may say, okay, that's Haridas Thakur, that's one example, but what about the rest of us? Кто-то может сказать, это Харидас Такур, это один пример лишь, но что можно сказать про всех нас? But we should know what is the goal by hearing about such examples. Да, но мы должны, слушая о таких примерах, понимать, в чем заключается цель. Everyone should know what is the goal by hearing about such examples. Все должны понимать ясно, в чем заключается цель, слушая таких примеров, как он. Because when one hears the goal, then one can mold his life in such a way so that he can achieve that goal. Потому что если человек слушает о цели, то он может так построить свою жизнь, чтобы в конце концов к этой цели прийти. And that's not by artificially imitating somebody like Haridas Thakur. И прийти к этой цели не просто как-то искусственно подражая Харидасу Такуру или кому-то подобному ему. If we try to artificially imitate someone like Haridas Thakur, then it's not possible. Если мы пытаемся просто искусственно имитировать такую великую личность, как Харидас Такур, то мы поймем, что это невозможно. We'll go and we'll sit in a secluded place and chant Hare Krishna for a few hours, and then we'll start immediately thinking about how hungry we are, and how I have to make some arrangements for my next meal. Потому что стоит нам уйти в какое-нибудь уединенное место, подобное Харидасу Такуру, сесть и начать повторять мантру, но пройдет несколько часов, как сразу нас охватят мысли беспокойства о том, что я очень голодный, а если я голодный, то нужно поесть, а где же найти средства на еду? Or we become worried about who's going to come. I have to keep my eyes open to make sure nobody comes and attacks me. И при этом мы должны будем всегда осматриваться очень беспокойно по сторонам, потому что кто-то может прийти и помешать нам, или побеспокоить нас, напасть на нас. No mosquitoes biting me. Мы будем следить за тем, что комары нас не кусали. No unpleasant rodents wandering about in the forest who are about to attack me. Всякие гадкие грызуны, которые живут в лесу, также мы будем остерегаться их и отгонять их от себя. What to speak of when the mind starts dwelling on objects of sense gratification, and then we start thinking about so many other things, how we can gratify the body. И это, конечно же, даже не говоря о том, что мы постоянно будем размышлять об объектах чувственного наслаждения, будем строить планы на собственное удовлетворение. Imitation is not recommended. Нам не рекомендуется имитировать таких людей, как он. One who tries to imitate such an elevated soul as Haridas Thakur, as Prabhupada oftentimes warned us. He said, we'll go to a secluded place and simply think of sex. Шрила Прабхупада предупреждает нас, что все такие попытки подражать таким возвышенным личностям, как Харидас Такур, заканчиваются однозначно. Мы уйдем в уединенное место, но будем там думать о сексе. So, and therefore we quoted that verse that one who restrains himself from the objects of senses, but at the same time he's meditating on them, he deludes himself and is called a pretender. И поэтому процитировать тот стих, в котором говорится, что человек, который как бы внешне отказывается от объектов чувств, но внутри в своем сознании медитирует на них, такой человек обманывает сам себя и называется притворщиком. And therefore Krishna says the superior position is to engage the senses in activities of works of devotion. Поэтому Господь Кришна и говорит, что гораздо более высшим уровнем деятельности является занимать свои чувства, себя в деятельности, направленной на преданность Господу. So, therefore,
For those who are still inclined towards material activities, Поэтому люди, которые по-прежнему питают склонность к мирским делам, one should engage in one's appropriate work for maintaining his physical body. должны заниматься соответствующим видом деятельности и выполнять тот долг, который предназначен для поддержания материального тела. Understanding that the goal of maintaining this body is so that I can use it for self-realization. Понимая, что целью материального тела является использование его ради самоосознания. That is the difference between material and spiritual. В этом разница между духовным и материальным. Maintaining the body is not material. Потому что поддержание тела само по себе материальным еще не является. When the body is maintained for self-realization. Когда мы поддерживаем свое тело ради того, чтобы заниматься самоосознанием. The life's desires should never be directed towards sense gratification. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что никогда не следует сосредотачивать все желания в жизни на чувственном наслаждении. One should desire to live only because the human form of life enables him to inquire into the absolute truth. Человек должен желать продолжать жить только потому, что, живя в человеческой форме, он обретает способность задаваться вопросами об абсолютной истине. This should be the goal of one's work. В этом должна быть цель деятельности человека. So the goal of one's work in this world is not to live to maintain a body for pleasure. Поэтому целью жизни человека в этом мире вовсе не является просто поддержание тела ради чувственных наслаждений. Because to maintain a body of pleasure is not an actual spiritual goal. Потому что поддержание своего тела просто ради чувственных наслаждений не является духовной целью. And as we explained that whatever pleasure one experiences in this body is temporary. Мы уже говорили о том, что любой вид наслаждений, который мы испытываем в нашем или посредством нашего тела, является временным. It has a beginning and an end. У каждого вида наслаждения есть начало и конец. And the pleasure will be very chapala-sukha, very flickering pleasure. И такого рода наслаждение называется чапала-сукха, что означает очень зыбкие и временные. So one should understand that maintaining the body is much more than just simply to keep it for satisfying the demands of the body. Поэтому мы должны понимать, что цель жизни гораздо выше, чем просто потакать своим потребностям, запросам материального тела. Maintaining the body is valuable and essential for those who want to utilize it for its real purpose. Однако поддержание тела очень важно, в высшей степени необходимо для тех, кто хочет использовать свое тело для достижения высшей цели. And when that becomes the goal of one's work, that's another way in which one can actually remember Krishna. И если это становится целью нашей жизни, тогда это еще один способ думать о Кришне, помните ли? Because why am I maintaining this body? Потому что мы, поддерживая наше тело, начинаем помнить о том, почему я это делаю, почему я поддерживаю его. For Krishna. Для Кришны. I'm maintaining this body so that I can use it as a vehicle to establish my connection with Him. Я использую свое тело, я поддерживаю свое тело, потому что использую его как инструмент для установления своих взаимоотношений с Господом. I can immediately make a connection between what I do to maintain this body and Krishna when I see it that way. Если я смотрю на вещи таким образом, то я немедленно смогу увидеть связь между моими усилиями по поддержанию своего тела и Кришны. But if I forget why I'm maintaining the body, then it becomes completely material. Но если я забываю о том, почему я поддерживаю свое тело, то поддержание тела сразу становится материальным. Because if I'm not maintaining the body to establish my connection for Krishna, why am I maintaining it? Потому что если я не поддерживаю свое тело для того, чтобы развить свои взаимоотношения с Кришной, зачем вообще его поддерживаю тогда? Because I want to live forever in this body? Что потому что я хочу жить вечно в этом теле? That's an illusion. Это же иллюзия. Is that why we maintain? I got to keep it going as long as I can because. Почему мы поддерживаем его? Мы думаем, вот я буду его поддерживать любой ценой, потому что я хочу, чтобы оно продержалось как можно дольше. Some people think that's a successful life, to keep the body going as long as we can. И некоторые That's думают, success. что в этом как раз успех в жизни, поддерживать свое тело, пока оно еще дышит. But what does one have to show at the end? Но что мы должны продемонстрировать? Какой результат мы должны демонстрировать в конце наших усилий? I lived a long life. Я прожил долгую жизнь. И что? Bhagavatam says, what is the value of prolonged life which is wasted by inexperience by years in this world? В Бхагаватам говорится, какой смысл долгой жизни, которая просто прожигается впустую, лишенная этого опыта.
Better one moment of full consciousness. Опыта духовной жизни, потому что лучше, и поэтому лучше прожить хотя бы один момент, но в полном сознании. Because that will enable one to search after his ultimate interest. Потому что такой момент, прожитый в полном сознании, подтолкнет человека к поискам его высшего блага. Srimad Bhagavatam says one moment is far better than a long life of 100 years. В Шримад Бхагаватам говорится, что такой момент, проведенный в полном сознании, гораздо ценнее, чем сотни лет обычной материальной жизни. Because even if you're successful in maintaining a body for a long time, Потому что даже если вам удалось поддержать свое тело успешно в течение долгого времени, what do you have when the body is finished? что же, с чем вы остаетесь, когда телу приходит конец? Another body. Еще одно тело. That's what you get. Вот это вы обретаете в результате вашего You усилия. get another body, another chance. Получаете еще одно тело и вместе с ним еще один шанс. And that chance may not necessarily be there if it's not another human body. И этот шанс, даже этот шанс не гарантирован нам, если тело, которое мы получаем в конце, не человеческое. Therefore, the human body is considered to be such a valuable asset because in the human form of life, one can use the body to the full potential. И поэтому тело человека считается таким ценным, потому что можно, оказавшись в этой человеческой форме жизни, использовать ее потенциал сполна. We often use that an analogy in this connection. I like to use it because people can relate to it very easily. И в этой связи мы часто приводим аналогию, которую мне очень нравится использовать, потому что ее очень легко понимают и относят к себе люди. That if somebody gives you a gift, например, кто-то дает вам подарок. right? Today everybody's absorbed in, electronic gadgets. Например, сейчас люди людям очень нравится, они постоянно размышляют о различных электронных штучках, гаджетах, как их называют. So they give you the latest model of an iPhone. Например, кто-то дает вам самую последнюю модель iPhone. iPhone 7. 7. Do you wonder what iPhone 7 is? Хотите 7 iPhone? Do you know what it has? Знаете, что он делает, этот iPhone Does 7? anybody know? Кто-то знает, на что способен 7 iPhone? Do you want to know what it has? Хотите узнать? As soon as you hear about an iPhone 7, then you immediately think, what does it do that the iPhone 6 doesn't do? Как только мы слышим 7 iPhone, мы думаем, а что 7 iPhone делает, чего не может делать iPhone 6? What bells and whistles does the iPhone 7 have that the iPhone 6 doesn't have? У него включены примочки разные. Прибамбас. So, and what to speak if somebody says, I'm going to give this to you? А что же, представьте себе, вы почувствуете, если кто-то вам скажет, я вам сейчас его подарю. So you think, as soon as you get it, wow. И мы получаем 7 iPhone, думаем, What can I do with it? что же я теперь смогу с ним сделать? I know an iPhone 6 does, but what does the iPhone 7 do? Я знаю уже, что делает 6 iPhone, но что же делает 7, такого уникального? Well, let me go online and find out what it does. Ну-ка, сейчас зайду-ка я в интернет и узнаю, что делает 7 iPhone. Go through the whole manual and read about what the new features of the iPhone 7. И мы начинаем смотреть, открываем в интернете руководство использования к этому 7 iPhone, начинаем смотреть спецификации, технические характеристики этого What's the телефона. value of having an iPhone 7 if it just does the same thing as an iPhone 6? Потому что какой смысл покупать или приобретать 7 iPhone, если он в точности подобен 6 и ничем от него не отличается? There's no value. Никакого смысла в It этом just нет. does the same. So therefore, you have to find out what the 7 does. Поэтому мы должны выяснить, что же такого уникального делает 7 iPhone. Because you want to use it to its full potential. Потому что мы хотим использовать этот 7 iPhone максимальным образом, полностью раскрыв его потенциал. Why waste it? Why? You have to use it to its full Мы potential. должны использовать его потенциал сполна, потому что тогда в этом будет какая-то ценность. So in the same way, material nature has awarded everybody an iPhone 7. На самом деле, материальная природа уже подарила всем вам 7 iPhone. It's called the human body. Он просто называется человеческим телом. The human body is the iPhone 7 in this analogy. Но в этой аналогии 7 iPhone относится к человеческому телу. What can you do with it? И что же вы можете сделать с этим человеческим телом? How do you use it to its full potential? Как вы можете использовать его сполна? Do you use it in the same way the animals do, the iPhone 5s, the iPhone 4s, the iPhone 3s use it? Неужели вы будете просто использовать этот iPhone 7 точно так же, как используют свои тела, то есть iPhone 5, 4 и 3 животные формы жизни? The animals, the iPhone 2. Вот у животных второй iPhone.
Do you want to waste an iPhone 7 doing the same things the iPhone 2 does? Неужели вы просто впустую потратите ваш iPhone 7, используя его точно так же, как использует второй iPhone? You get an iPhone 2 now for just a few dollars. Сейчас можно купить второй iPhone за несколько долларов. Why should you spend $700 for an iPhone 7 when you just do the same things an iPhone 2 does? Зачем же покупать за $700 седьмой iPhone, если можно купить за несколько грошей этот второй iPhone и делать то же самое с ним? You should use it to its full potential. Нет, если уж вы приобрели, нужно использовать его сполна. The material nature is given a human form of life which is meant to be used to its full potential. И материальная природа дала вам всем эту человеческую форму жизни, которая требует максимального использования. Not just simply to live like an animal who just enjoys. Не просто жить как животные, которые живут ради собственного наслаждения. Who eats, sleeps, mates and defends. Чем занимается животное? Оно ест, спит, совокупляется и обороняется. So the human form of life has a higher potential, which is to realize his connection with the Supreme. Но у человеческой формы жизни есть особая способность, ее высший потенциал, который заключается в возможности установить свою связь со Всевышним Господом. So when one understands what is the purpose of maintaining this body, И поэтому, когда человек понимает, в чем цель поддержания своего тела, it's not to live like an animal, but it's actually to use the body, because with this human form of life, I can realize my connection with the Supreme. не в том, чтобы жить как животное, а в том, чтобы использовать человеческую жизнь, установить и развить свои взаимоотношения со Всевышним Господом. Therefore, one should be very careful and conscious to not waste the valuable human form of life. Поэтому нужно быть очень осмотрительным в использовании своей человеческой формы жизни, не прожигать ее впустую. The Sanskrit word which is used is a kripana. Человека, который живет, прожигая свою жизнь впустую, называют на санскрите крипаной. Kripana means a miser. Крипан означает скупец. What does a miser do? Что делает скупец? He just counts his money. Он просто подсчитывает свои He деньги, doesn't use it for any good но purpose. при этом не использует их ради каких-либо достойных целей. He's a miser. He has something valuable, but doesn't use it for any good purpose. Он скупец, потому что у него есть очень много денег, много ценностей, но он не использует их для каких-то достойных целей. Same thing as the person who just has the valuable human form of life, but just uses it for eating, sleeping, mating, and defending. Точно так же человек является скупцом, если он имеет эту человеческую форму жизни, использует ее лишь для того, чтобы есть, спать, совокупляться и обороняться. He has the most valuable asset, the boat, that can carry him across the ocean of material existence. Это драгоценная собственность, которая есть у человеческой формы жизни, сравнивается с кораблем, с помощью которого можно переплыть через океан материального существования. And if one is trying to cross the ocean in a boat, then certainly one should keep the boat maintained. He doesn't want to lose the boat in the middle of the ocean. Для того, чтобы успешно переплыть на корабле через океан, необходимо, разумеется, поддерживать и всегда поддерживать этот корабль в хорошем состоянии, чтобы внезапно не потерять этот корабль в самом середине своего путешествия через океан. So one works to maintain the body because it's a boat. И поэтому необходимо поддерживать свое тело. Это тело сравнится с кораблем. And therefore, he works to maintain the body of not only of himself, but also of those who are dependent upon him. И необходимо таким образом поддерживать тело не только свое собственное, но также тела тех, кто зависит от нас. Because they are also crossing the ocean in a boat. Потому что и они также переплывают через тот же самый океан на своих кораблях. But to cross the ocean means that one has to know what's on the other side. Для того, чтобы переплыть через океан, нужно также знать, к какой цели мы приплывем на другой стороне, по другую сторону океана. If one doesn't know what's on the other side, then one will just stay adrift in the ocean for who knows how long. Потому что если человек не знает, где его цель и что находится по другую сторону океана, на другом его берегу, такой человек может просто бесцельно скитаться по океанским просторам в течение бог знает какого времени. But what's on the other side comes from chanting Hare Krishna. Но понимание того, что находится на другой стороне океана, на другом его берегу, приходит в результате повторения Харе Кришны. It comes from hearing about Krishna. Это приходит к нам, это понимание благодаря слушанию о Кришне. It comes from actually establishing our spiritual connection with Krishna through hearing and through chanting about him. Это приходит благодаря тому, что мы, слушая о Кришне и повторяя его имена, устанавливаем с ним духовную связь. Because by establishing our connection through hearing and chanting, then one can remember him. Потому что если мы сможем развить такую связь с Кришной благодаря слушанию о нем, повторению его имен, тогда мы сможем помнить о нем. It's a natural process. If we hear and we chant, we'll remember. Если мы слушаем о чем-то и повторяем что-то, то мы будем также это помнить. Это естественно.
That's the purpose of maintaining a human form of life. В этом заключается цель поддержания человеческой формы жизни. The purpose of maintaining a human form of life is the goal is to hear and chant about Krishna. Целью поддержания человеческого тела является способность слушать и помнить, слушать, повторять и помнить о Кришне. And then what happens? И что происходит в результате этого? This will free one from material contamination. Шрила Прабхупада говорит, что это поможет очиститься от материальной скверны. And engage the mind and intelligence in Krishna. И поможет сосредоточить на Кришне свой наш разум и ум. In other words, one's consciousness becomes purified. Другими словами, сознание человека очищается. And as one's consciousness becomes purified, gradually he becomes detached from the material world. И когда сознание человека очищается, постепенно такой человек развивает отречение к материальному миру. He sees that, yes, I do not require so much to maintain this body. Он начинает понимать, что мне для моего поддержания не так уж много и нужно. Because he gets his satisfaction on the spiritual platform. Потому что свое удовлетворение такой человек начинает черпать на духовном уровне. When the self is satisfied, и когда наша душа удовлетворена, then it's very easy to live in this world. Очень легко жить в материальном мире. Arjuna asked Krishna, what are the symptoms of a man who's situated in divine consciousness? How does he eat? How does he work? How does he act? И Арджуна спрашивает у Кришны в Бхагавад-гите, каковы признаки человека, который пребывает на трансцендентном уровне сознания, как он действует, как он ходит, как он ест. Krishna said to Arjuna, he says, when a person controls the mind, Кришна объясняет Арджуне, что когда человек контролирует свой ум and becomes satisfied in the self alone, и черпает удовлетворение лишь в самом себе, then he's said to be in transcendental consciousness. Вот такой человек по-настоящему пребывает на трансцендентном уровне. He finds self-satisfaction. Пребывает в трансцендентном сознании, потому что он черпает самоудовлетворение. Not physical gratification, but self-satisfaction. Он не занимается удовлетворением своих физических потребностей, пытаясь черпать счастье в этом. Он удовлетворен сам в себе. The more one feels self-satisfaction, then automatically his tendency towards gratifying the body, the senses of the body will decrease. И испытывая такое удовлетворение самому себе, естественным образом человек чувствует все меньше и меньше потребностей в удовлетворении своих чувств вовне. But unfortunately, most people don't have any conception of what is the self. Однако, к сожалению, у большинства людей нет никакого представления о том, что такое я или душа. And therefore they mistake gratification of the mind and the senses to be self-satisfaction. И такие люди ошибочно принимают удовлетворение потребностей своего тела и своих чувств и ума за удовлетворение самого себя. This is Maya. Это называется майей. This is illusion. Это иллюзия. This is the power of the illusory energy. Это могущество иллюзорной энергии. And therefore, Krishna says, Daiviyeshu gunamai mama maya viratiya. This illusory energy is very difficult to overcome. Поэтому Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эту мою иллюзорную энергию очень сложно преодолеть. But one who surrenders to me can easily cross beyond it. Но человек, который предается мне, с легкостью может пересечь эту материальную энергию, выйти How does из ее Krishna влияния. ask us to surrender to Him? И как Господь Кришна рекомендует предаваться Ему? Manmana bhava madtakto madhyajinam namaskuru. He asks us to surrender to Him by fixing our mind on Him. Он говорит о том, что вы можете предаться мне, просто сосредотачивая свой ум на мне. Just think of me, worship me, offer your homages to me. Krishna says, and surely you will come to me. Кришна говорит, что просто думай обо мне, постоянно поклоняйся мне, предлагай мне свои дары, и тогда ты легкостью сможешь прийти ко мне. This is the goal. This is what's on the other side. Вот это и есть то, что ждет нас на другом берегу. And therefore, one whose mind always remains fixed on the goal. И если ум человека продолжает оставаться сосредоточенным на этой цели, he can tolerate the upheavals that will happen in this temporary world. Такой человек с легкостью сможет выносить все три волнения, которые выпадают на его долю в материальном мире. He knows they have a beginning and an end. Потому что такой человек знает, что у этих три волнения есть и начало, и конец. They're temporary. Они временные. Krishna says the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. Господь Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-гиты, что эти временные проявления счастья и несчастья и их исчезновения в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. They arise from sense perception. Они рождаются из чувственного восприятия. One has to learn to tolerate them without being disturbed. И нужно просто научиться сносить их, чтобы они не беспокоили. They just appear and they come and go.
Они просто приходят и уходят сами собой. Because that's the nature of this world. It's always changing. Things come and they go. В этом природа материального мира. Здесь все постоянно меняется. Что-то проявляется, что-то исчезает. Misfortune comes, misfortune goes. Беды сваливаются, потом уходят. Pleasure comes, pleasure goes. Приходит удовлетворение или счастье, наслаждение и уходит также. This body comes, this body goes. И тело также приходит и уходит. It's the nature of this world. Природа материального мира. But the self lives on. Но душа продолжает существовать вечно. And therefore, the intelligent person will try to establish his connection with the Supreme. И поэтому разумный человек будет стараться развить свои взаимоотношения, свою связь со Всевышним. When he establishes his connection with Krishna, the original Supreme Personality of God, И когда такой человек устанавливает свою связь с Кришной, изначальной верховной личностью Бога, who is the topmost manifestation of the Supreme, который является высшим проявлением Всевышнего. as we said in the beginning, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate, that there is the Brahman aspect of the Supreme, which is the all-pervasive, impersonal Absolute. Как мы уже сказали в начале, описывая три проявления высшей абсолютной истины Брахман, или все проникающие его сущности или аспекты. There is a Paramatma feature, which is the Supreme, who is manifest within the heart of every living being. Есть его ипостась Параматмы, который проявляется в сердце каждого живого существа. And there is Bhagavan, who is Krishna. Есть Бхагаван, Господь Кришна, Who is a person. который личность. In fact, it's interesting, not the next verse, but the verse afterwards. И интересно, что в стихе через один после этого Krishna says, after Krishna says, you should always think of me, then Krishna says, this is how you think of me. Потому что в этом стихе Кришна говорит, ты должен все время думать обо мне. И вот в 9 стихе, через один от того, что мы прочитали сегодня, он говорит, как именно нужно думать о нем. He said, one should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. Нужно думать о верховной личности Бога, как о всеведущей. Excuse me. We'll read the verse in between two. И мы также прочитаем текст, который находится между этими двумя, текст 8. After the verse I read from today. После сегодняшнего текста мы прочитаем следующий 8 текст. He who meditates on the Supreme Personality of God, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he Partha is sure to reach me. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, верховная личность Бога, как всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. Нужно думать обо мне, как о верховной, старейшей личности Бога, всеведущей, As he who is the oldest, самым старым из всех, who is the controller, который является владыкой Вселенной, who's smaller than the smallest, который меньше мельчайшего, who is the maintainer of everything, и который поддерживает все мироздание, who is beyond all material conception, который выше всех материальных представлений, who is inconceivable, непостижимый, and who is always a person. и всегда остается личностью, He is luminous like the sun, и который сияет как солнце, and being transcendental is beyond this material nature. и за пределами материального мира. Always a person. Всегда личность. So this is the highest manifestation. Вот это высшее проявление Всевышнего. He's always a person. Он всегда личность. As we explained from that verse from Brahma Samhita, his body is eternal. Как мы уже объяснили, опираясь на стих из Брахма Самхиты, он вечно, его тело всегда вечно. His body has no beginning, Его тело вечно, не имеет начала, has no end, также не имеет конца. it is not subject to decay, Он никогда не подвержен тлену and is always manifest as an eternal fresh youth. и вечно проявляется как юноша, вечный юноша. Doesn't grow old. Никогда не стареет. And he is the origin of everything. И он является источником всего. Everything, aham sarvasya prabhavo mattaksama pravartate. Krishna says everything is emanating from him. Кришна говорит, что все исходит из него. That's a whole topic in of itself, how everything emanates from Krishna. Это отдельная тема для обсуждения, как все исходит из Кришны. But the point is that everything originates from a person. Но суть в том, что все берет свое начало в личности. And one who meditates on that person, И человек, который медитирует на эту личность, as Krishna as the person, поскольку Кришна — это та самая личность. Krishna says, those who meditate upon me, then I also meditate on them. И Кришна говорит, что если люди медитируют на меня и размышляют обо мне, я также размышляю о них. Those who think of me, I think of them. Думаю, те, кто думает обо мне, также становятся объектом моего размышления. This is bhakti. It's a natural relationship. Это бхакти, естественные взаимоотношения.
It's natural. Krishna reciprocates according to the method of worship. Естественные отношения, возникающие между Кришной и тем, кто поклоняется ему таким образом. And if we remember Krishna in all circumstances, И мы можем помнить о Кришне при любых обстоятельствах. and we remember Krishna as the goal of all of our activities in this world. Мы вспоминаем о Кришне как о цели всей нашей деятельности в материальном мире. And if we practice remembering Him by every day chanting Hare Krishna, Если мы пытаемся совершенствоваться в повествовании о Кришне, каждый день повторяя Харе Кришна, every day hearing about Krishna, каждый день слушая о Кришне, telling others about Krishna, говоря другим о Кришне, remembering Krishna, помня о Кришне, then the goal won't be forgotten. тогда мы не забудем о нашей цели. When we can go on with our engagements with this work, with this body, Мы будем продолжать заниматься нашей работой, деятельностью по поддержанию тела, whatever work is required for the simple maintenance of the body, той самой деятельности, которая требуется для того, чтобы просто поддерживать свое тело. whatever honest means of livelihood that one can live. Какими бы честными методами заработка мы не могли поддерживать себя. To maintain enough simply to maintain the body and soul together. Поддерживать себя, чтобы просто душа оставалась в теле. There was a verse, Yavabriyeta Jaturam Tavat Sahidehinam. In the Srimad Bhagavatam, this is 7th canto. В 7-й песне Шримад Бхагаватам есть стих, который звучит так. One should aspire for as much wealth necessary to maintain body and soul together. В нем говорится о том, что нужно стремиться к такому уровню достатка, который необходим просто, чтобы поддерживать тело и душу вместе. One who aspires for more than this is considered to be a thief and deserves to be punished by the laws of nature. Человек, который стремится к большему, чем это, считается вором и поэтому подлежит наказанию законам материальной природы. So this is how one should live. Вот так нужно жить. To maintain body and soul together, because the body and soul together, they work together. Поддерживать душу и тело вместе, потому что если душа и тело находятся вместе, то они действуют вместе также. The body is the vehicle that enables me to hear about Krishna. Потому что это тело напоминает, то есть является инструментом, позволяющим мне слушать о Кришне, помнить о нем. The body is the vehicle that enables me to come and to see the beautiful form of the deity. Благодаря этому транспортному средству тела мы можем приходить сюда, в храм, и смотреть на Господа Кришну в образе божеств. The body is the vehicle which enables me to hear the glories of the Lord by regularly hearing Srimad Bhagavatam. Благодаря возможности, предоставляемой мне этим телом, я могу регулярно слушать о славе Господа Шримад Бхагаватам. The body is the vehicle which needs to be used to its full potential. Поэтому это тело является таким транспортным средством и механизмом, который нужно использовать сполна, чтобы реализовать заложенный в нем потенциал. And just by knowing what the full potential is for this material body, one can also remember Krishna. И просто помня о том, что может принести нам это материальное тело, мы даже этим уже можем помнить о Кришне. Because then I'm not maintaining this body for my own pleasure. Потому что тогда мы не будем поддерживать это тело просто ради того, чтобы довольствоваться своими собственными наслаждениями в жизни. I'm maintaining this body as a service to Krishna. Я поддерживаю это тело как служение Кришне. So that I can establish my eternal relationship with Him. Чтобы я могу установить свои вечные взаимоотношения с Кришной. And serve Him in the most complete way, which will be pleasing to Him. И служить Ему наиболее совершенным образом, которым Он будет доволен. It's an offering. Это предложение. Why shouldn't we offer our bodies? Это дар любви, мы должны предлагать свои тела. It's much better to offer our bodies for Krishna than to offer it for sense gratification. Гораздо лучше